Так, друзья, доброго времени суток. Первый раз я включил камеру. Ну, пока такой стол у нас есть, не мог не включить. Завтра будет другой стол. Не менее аппетитный, вкусный. Все будет очень съедобно. Ждем Жеку и будем ужинать. Завтра уже все расскажу. Кто, где, из какого военкомата призывался. Все, до завтра. Доброе утро, друзья. Так, в общем, по вчерашнему видео в кадре было много новых лиц. Я приехал со своей тетей, которая хочет провести в нашем прекрасном месте, в нашей тайге замечательной, целый месяц. Вот. Я тут месяц не буду находиться. Тетя Света будет жить в этой избе, где все для ее удобства мужики приготовили. Там чисто, опрятно, проведен газ, постелен ковер. Ну, все хорошо. В общем. Так, еще мне осталось сюда врезать окно. Привез окно сейчас. И бак с водой, задержка там в доставке. Поэтому я этот раз не привез. Переносили доставку в Озон. И по итогу еще на неделю перенесли. Так, сифон я привез. Вода здесь будет. Вот у нас для этой избы новая посуда. Прекрасная сковорода с антипригарным покрытием. И кастрюля. Это никакая не реклама, то там опять начнется у нас. Все, это будет у нас закреплено в этой избе, посуда. Также, ну, все сюда вот потихоньку закупаем. Вот ведра там, тазики, ковшики. В общем, все будет тут автономно. Также приобрели мы вот такую трубу, гофру. Как я и говорил ранее, мы будем ее наматывать вот здесь вокруг трубы печной. Она будет греться, горячая вода, как теплообменник, будет подниматься в бак. Здесь будет висеть бак. А с бака уже, соответственно, будет выходить на мойку. Все будет хорошо. Вот здесь стоит ведро. Здесь установлю какой-нибудь, не знаю, или спил сделаю такой мощный, закреплю его. А тут уже будет в нем установлен кран. Ну, как-то такая вот задумка. Ну а так все прекрасно. Также вчера видео был Анатолий, который в прошлый раз приехал. Ну, у него вид был такой не камильфо, как бы. Вот. Ну, пришел в себя. Ну, тайга выпрямляет. Я вот сколько раз удивлялся, привезешь вот человека, который гуливанил до этого полгода. Еле как ходит, через месяц приезжаешь, все, человек совершенно другой вид имеет. Толяна я знаю много лет, он плотничал у нас в деревне, потом в жизни его настала такая не очень хорошая полоса дома, там, ну, в общем, попросился он к нам. А так как место было свободно, Андрюша решил съехать от нас, точнее не съехать даже, а уйти пешком. Не знаю, как он добирался до поселка, потому что расстояние немалое. Скорее всего, кто-то его, может быть, подобрал с охотников, но никто мне об этом не сообщал. И вот будет сейчас Толян у нас тут жить. Не знаю, я говорю, живи сколько хочешь, ни в чем не ограничивай, все тут, все есть необходимое для жизни и даже больше. Забрал я его в сгоревшем доме. Ты тут живешь, условия, конечно, у тебя. Спартан.
ужасный вид. В этом доме, кстати, когда-то жил, может быть, помните, Андрей, который здесь жил до этого еще, ну, который уходил за сеном, мог 4 часа с одним мешком ходить, солому там он где-то ходил, на качке садился, курил, а потом под вечер возвращался с одним мешком. Также и дрова он колол, там просто тюкал по чурке, чтобы звук шел, а потом он свалил, напился и свалил с рыбаками, и не мог костер даже развести, пока они там сломались. Вот, в этом доме жил этот Андрей, ни печки, там ничего не было, по итогу он потом в мороз обморозил ноги, руки там отрезали ноги, руку там, в общем, инвалид сейчас. Ну, люди сами хозяева своей судьбы, и тут ничего уже не поделаешь. Если человек довел себя до такого состояния, что жил в таких условиях, без печи, без ничего, жил под тряпками, под гнилушками, и по итогу он в мороз обморозился. Вот такие дела. Мы на рыбалку с тетей. Выдали нам очки даже, антибликовые. Сейчас будем рыбу видеть. Ловить не будем, будем только видеть. Наблюдать за ней. Сейчас Жека выгонит нашего проходимца Бамблби. Это песок, вот они с речки возили, там дорожки эти посыпали, чтоб трава не росла. Сейчас несколько собачек отвяжем, чтобы это не так страшно было. Гости наши. Это что такое? Так, добрались. Сейчас мы Доночку вот здесь покидаем. Тетя Света домой, потом пойдет. Толя придет, проводит. А я пойду дальше порыбачу. Свет. Света. Иди инструмент. Первый у тебя, да? Так, все, сейчас муж пройдет, начнем рыбу ворочать. Светка мешает, сейчас вот сюда отойдем. Вот это, видишь, я закидываю. Вот, сейчас закидываешь вот так, хоп, на дно она упала, и вот, чтобы леска, леска натянута. Да, вот она на дне лежит, вот, просто, вот, рано выпустила, вот рыбка клевала, сейчас ты вот закинешь, и главное не тянуть. Не так, слабину главное не давать, вот сейчас ты держишь, натяни леску, вот как прямая была. Это мы довольно близко закинули. Главное, чтобы леска натянута была. А когда будет клевать, ты поймешь, какие удары будут по единству. Когда будет клевать, сразу не тяни. Когда вот он раз клюнул, два, а вот когда вот задрыгается прям дынь-дынь-дынь-дынь-дынь, значит рыба уже на крючке. Может быть, да, она по камням перекатывает, глубже. Так, друзья, ну у меня обычная поплавочная снасть. Привычная для нас. Так сказать, для более искушенных рыбаков. Сегодня мормышечку маленькую поставил. Вообще маленькая, не знаю какой это номер крючка. Это вот Саня вяжет, который к нам приезжал, как-то помните, праздник живота нам устраивал. Который гидом работает. На вертолетах они возят богатых клиентов. А я пойду вот по течению там пройдусь по поплавочкам. Рыба. Леночек, да? Конечно. Все, отпускай, не обжигай его. Ну вот, поздравляю.
Я прям почувствовала его. Ну вот, видишь как? Не такой маленький, а сила-то у него какая, понимаешь? Он прямо основательно дергал. У меня хорезочки там поклевывали. Посмотри на... Это нормально? Да, хороший еще. Да? Да, Такой маленький, а знаешь, как дергал? Это не как настоящий. Ну сразу, да, заметно, когда клюет? Да, я прям ни с чем не спутаешь. Она прям основательно, знаешь, как прям ходором ходила. Ага. Ну все, продолжай. Сейчас он папу, маму, бабушку должен позвать. Ох ты, блин. Да что ты? Так, я, друзья, пошел дальше. Сейчас Толя пришел с тетей на барак пойдут, он проводит, чтобы ей страшно не было по лесу ходить. Я знаю, там начнутся у нас шутки всякие. Женщина одна в тайге. Я сам люблю юмор и довольно часто шучу, но надо тоже какие-то рамки. Там давайте без черного юмора, без всякого. О, аж 2 рыбки. Ё-моё, я тебя-то отпустить хотел, а не того. Тот-то хороший был Хариус. Хотел попросить вас, будьте добры, как-то приличие соблюдать в комментах. Знаю, там будет, от этого никуда не деться, но все равно. Тут мужики не дикари, ничего, это не обязательно, что они будут штурмом избу брать. Так что следите там за своими высказываниями, а то придется распрощаться с такими комментаторами.
Пальма. Пальмуха. Что такое брюшная? Так, ну что, хватит на сегодня рыбалки. Клевала прекрасно. Просто прекрасно клевала. На 2 сковородки есть. И причем клевала вот на вот эту вот фиолетовую нижнюю. Я волосатую мормышку снял, которую Саня мотал. Вот только вот с белой бусинкой вот это вот кембрик этот клевал. Поставил еще вот такую. Не было поклевок, рыбки 2-3 на нее поймал. Вот что вот рыбе, почему она так понравилась? Кусок пластмассы. Ну долбила прям как сумасшедшая. Я там уже не стал эти поклевки снимать. Уже неинтересно. Ну в плане мне-то интересно. Все, Пальма, пошли домой. Пойдем? Иди, моя девочка, иди сюда. Пошли. Все, сейчас повыше поднимусь. Там переезд прошел. Я буквально метров 500, наверное, рыбалки. Хороший клев. Как бабочки называются? Кто-нибудь знает? Вроде как махаон. В Красной книге говорят. А у нас их 1000. Прямо очень много их у нас. Пойдем, Пальмух. Такси тут наше ждет. Плотники свой костюм. Где-то тут была кисточка. Блин, где я ее видел? Так, у нас медок опять. Жека пошел к пчелам. Вон он какой густой. Горочкой. Все как положено. У нас тут побелка печки. Будет посветлее немного. Травник тут у нас приехал. Сегодня какие-то отвары нам это давала пробовать. Как ты сказала, таволга? Таволга. Это вот это? Ну, если я правильно помню. Ага. Давай мы сейчас это будем уточнять. Таволга от воспаления почек. А при мочекаменной можно ее? Вот именно, что вот при воспалении, вот она, вот эти все мочевые вот эти системы, она все лечит. Все, переходим на таволгу. Все это все правильно. Начинаем употреблять таволгу. Ой, красота какая у нас тут, ну. Красота. Какой аромат стоит, а. Эх, Не, конкретно липовый запах. Липа. да, липа, липа. Конкретно липовый. Чистый прям. Ах ты. Ух ты. Утро доброе, друзья. У нас в этот заезд утро начинается вот с отваров, травяных сборов. Что туда тетя нам мешает, мы пока не распробовали, но отличается от нашего обычного утра. Вот хомут у нас, пожалуйста. Пони привезем скоро сюда. Не, это стульчак мужики сделали отдельный. Туалет. Еще мужики построили душ летний, чтобы можно было
водные процедуры принимать. Сейчас покажу его. Сделали его, установили в этом месте по одной простой причине, что солнце длительное время за весь день, вот оно, вот в этом, вот здесь тень сразу, буквально тут пару часов и сразу в тени. Ну, дренаж сделали, тут углубление было, вот такая вот канава вымыта. Наложили камней, засыпали песком, пол кирпичами застелили. Ну, осталось еще полочку какую-нибудь под мыльно-рыльное, и все, и можно мыться. Воду можно использовать, которая сзади нагревается. В баке тут у нас есть бак такой черный. Или на костре нагреть. И использовать тот душ можно, вот, который я привозил на батарейках. Очень удобно, не нужно эту бочку наверх там тянуть, воду туда заливать не нужно уже. Просто бак поставил, помылся, сполоснулся на ночь, пошел, и все. Я в телеграм-канале уже выкладывал видео, что все там, ну, несколько комментариев было по поводу, что вот ключ там. Но тут не рота солдат моется, тут 2 человека, там буквально 2-3. Ну, в конце концов, это наше дело, где его располагать правильно. Потому что мы будем ставить онлайн-камеры для контроля деятельности непосредственно в самом комплексе, и как себя будут чувствовать животные, и дороги, и свет, это все очень важно. Поэтому вот совокупность факторов определила, что мы будем делать проект. Так, у нас борщ сегодня. Другие субъекты смогут просто Ну, клонировать собственно, чем богаты. Там много еще что есть. Ну вот, нам хватает вот сейчас пообедать. Это сегодняшний урожай у нас. Не, или вчерашний. А, вчера Сегодня вообще. 3, вчера 3. Вчера 3 яйца было. Вчера что-то они слабо у нас неслись. А тут смотри, какая тема тут. Ну, во-первых, на панели приборов эти идут. Вот сюда зайди. Индикаторы, получается, уровень масла он показывает. Знаешь же, обычно, когда уровень масла падает, срабатывает защита, да, вот, ну, на многих генераторах, и начинается гадание на гуще. Что случилось, что не заводится, там многие начинают свечки выкручивать. Тут индикатор показывает. Потом перегрузку тоже показывает индикатор, чтобы не испортить. Ну, она мигает. Тут прикуриватель еще есть. Вот он. Сюда можно поставить, знаешь, есть такие с прикуривателями, как USB зарядки такие. Да, хоть что. Также, ну, 8,3 ампера, это можно, получается, прикуриватель на клеммах поставить, аккумулятор заряжать напрямую. Ну, удобно. Вольтметр и счетчик моточасов даже показывает. Как бы, ну, серьезная вещь. И он в таких размерах, у него максимальная мощность 4,5 киловатта, прикинь. А номинальная 4,2, да, вот такой маленький. Он и не весит нифига. Он, если вон та бандурина у нас, она сколько? 50 или 60 килограмм весит, 5,5. А это вот на 1 киловатт меньше. Этих, да. Даже больше. Ну, я вообще... Сейчас посмотрим. И еще уровень шума небольшой здесь. Она на подушках вся такая, прорезиненная. Сейчас заведем, проверим. А, еще эко-режим есть, прикинь. Вот тумблер. Включаешь, выключаешь эко-режим. Она вообще потребление уменьшается гораздо, топлива намного. Экономичный. Ну, пока мне не верится, что она в таком размере и такая мощность. Не знаю, сейчас Ну посмотрим. тоже грузить нахуй.
Да нет, да какие перегрузки? Нам аккумуляторы заряжать, там вот, когда непогода, там пасмурно. По весу она сколько? А? По весу сколько? 30 килограмм, 29 килограмм. Ну как бы нормальный мужик, ну, поднимает ее, спокойно перенесешь, не надо вот какая-то там на колесиках, там что-то там тащить. Не, сейчас заведу, заправлю, масло залил, все. Тут еще оповещения, вон всякие, знаешь, для дураков. Внимание, нет масла. Вот видишь, чтоб люди не дрыгали этот стартер до посинения, пока руки как орангутана не повиснут. Какое масло заливать? Везде все оповещение, везде эти автоматы защиты. Причем не общий автомат идет, а на каждую розетку идет автомат. Отдельно. Прикуриватель, эко-режим. Ну, панель приборов, я говорю, у нас переломка наша позавидует. Сейчас посмотрим, как она. Прогресс движется. Ну, порой поражаешься просто, как время это прогрессирует на всех вот этих электроинструментах. Если бы еще прикинь, ну, был бы ручной, стартер с этого, она бы и аккумулятор, он же тоже весит как бы. Ну, та сильно дурная прям, и бензин она тоже неплохо жрет. Ну, да, еще бы придумали такой трактор, как вот маленький оком, нахуй, как на мотиках. А, такой, ну. Жизненно. По-любому провернет. Так, ладно, сейчас завести попробуем. Ну да, это помимо инструкции по применению этой книжки, да, все же забивают на нее. Тут все на корпусе даже. Вот. Оно заламинировано, не сотрется ни бензином, ничем. Такое покрытие пластик. И здесь то же самое. Ну, с виду качественная вещь. Проверим. Сейчас надо ее обкатать на минимальной нагрузке. Но я думаю, зарядки поставим, аккумуляторы заряжать. Это там для нее не нагрузка. Так, краник открыть же надо. Точно, надо было давно уже открыть. Заслонка. На выключенном сейчас Да, у нас все электрооборудование этой фирмы Redwirth. Все, индикатор зеленый. Ну, нагрузки никакой нету, соответственно. Сейчас подсоединим, погоняем его на холостых. О, эко-режим, смотри, включил обороты, когда упали сразу. Но вот на таких оборотах сейчас позаряжаем, посмотрим, сколько бензина сожрет. Ну, она не громко работает, я тебе скажу. Ну, гораздо тише, чем обычный генератор. Вообще тихо работает. Очень тихо работает. Прям непривычно для генератора. Обычно грохот такой стоит. Приходится терпеть. А этот вообще тихонечко. Ну вот еще в комплекте была отвертка. Она, по-моему, двухсторонняя даже, да? О, конечно, хорошая отвертка. Плюсовая, минусовая. И свечник. А, еще две вилки тоже нам пригодятся, конечно же. Ну и руководство по эксплуатации, где все подробно расписано, прям
Любой ребенок поймет даже. Все, сейчас на обкатке подключаем зарядники. Погоняем немного аккумуляторы. Сегодня пасмурно. Очень много воды в мясе. Вымачивали несколько дней, 2 дня. Это берите на вооружение. Засаливали мясо. Как сало солят, вот круто. Прям слоями укладывали. Только вот на 3-литровую банку надо 1-2 таблетки аспирина, чтобы мясо сохранялось. И соль нитритная. Ну, можно вперемешку 1 к 1 с обычной солью. Но нитритная, она ботулизм убивает. И мясо можно долго хранить, только потом нужно вымачивать. И вот воды много очень будет. Ну, мясо как, ну не как свежее, конечно, но съедобное, тоже вкусное. Рецепт Иваныч привез с Казахстана, говорил, что они так мясо хранили там, тетя Тома, мама его. Всегда засаливали, тушенку не было возможности там особо варить. И вот в соленом хранили, потом сколько нужно достали, вымочили от соли и употребляли в пищу. У нас все так же дожди, пасмурно, но вот чуть-чуть посветлее стало на улице. Сейчас были на очень красивом поле. Очень готово. Хорошо видно издалека. Мясо. И есть возможность И рис еще хорошо в той избе. подойти скрытно. Света сварила Сделали. на гарнир. Все, сейчас будем обедать. Викторыч тут дефилирует. Есть еще мед, где можно качнуть. Пчелки в этом году у нас мощные. При условии того, что не такой большой взяток, меда накачали много. Это еще не весь мед. Он еще в амшайник убирал мед. Ну, где-то в среднем по фляге, наверное, с улика. У мужиков в тайге проезжал, и вообще, по слухам, плохой взяток. Мало взяли меда мужики. Нам немножко больше повезло. Ну и пасека расположена в довольно удачном месте. Есть северные склоны, где все равно был небольшой взяток липы. Так что где-то пчелки тут все равно находят мед. Здесь тайга не пилилась, липу никто не трогал с китайцев. Так что... Да вообще тут девственные леса. Мало здесь нога человека ступала. Китайцы лес не могут взять на этой территории, не могли, точнее. Тут, я уже как-то рассказывал, высоченные сопки. Ну, если надо было, они, конечно, взяли бы. Ну, делового леса тут немного, там елки, листвяка. Присутствует кедр, ну и широколиственный. Краснокнижный ясень. Дуба немного. Береза, пихта. Ольха много, ольхи. Клен, бархат. И много из этих деревьев краснокнижные. Поэтому выпилка запрещена. Блин, когда распогодится, сразу настроение такое хорошее поднимается прям. Разобрали наш керамический гриль, сняли ржавчину и покрыли краской для ржавчины. Ну, это термостойкой. Все, сейчас еще хочу этой, как она, ну,
для состаривания. Вот. Еще патину купил, привез. Сейчас для декора нанесу. Будет красиво смотреться. А вот, собственно, и результат работы пчелок наших. Посмотрите, какая печаточка. Любо-дорого посмотреть. Какая красота, а? Полностью запечатан. А кто разбирается, тот знает, что такое запечатать полностью рамку. Это не магазинная рамка, которая на половиночку. Полностью печаточка. Красота. Вот это медок, да, Викторович? Вот это мед. Качественный. Офигенный мед. Зрелый. Тут, знаете, друзья, нужно делать выбор на пасеке. Или вы гонитесь за объемом, или за качеством. Мы сделали выбор в пользу качества. Я думаю, мы нисколечко не прогадали. Потому что, ну, мне кажется, редко найдешь мед подобного качества. Вот. Можно было накачать раза в 2, в 3 больше. Это им туда ставить сушь. Тут же забираешь, он еще текет с него, ставишь тут же опять. Но потом заниматься вот этими танцами с бубном, выпаривать его. И в любом случае, никогда вы так не сделаете, никогда такого аромата от меда не будет, когда пчела запечатывает сама. Ну тут не доделали немножко. Да, у нас качают, вот я видел, вот такая тонюсенькая полосочка там, это в лучшем случае. И вот рехнул. Да, он весь текет. вылетел, но... А тут вообще ничего нету. Ну и рамка тяжеленная, конечно. Да, килограмма 4. Тяжеленная рамка. Вот. Еще, как мне сказали, особенность нашей дальневосточной пчелы, это при печатании вот, ну, забрус вот этих, ну, когда рамки печатает пчела, она очень сильно ферментирует, что ли, передает запах, и поэтому мед от дальневосточной пчелы, он очень душистый. Прям запах на всю округу распространяется. Поэтому этот запах очень хорошо улавливают звери, медведи. Жека говорит, на днях медведь подходил, Злата его отгоняла, по кустам ломился. Жека погремел тут какими-то железяками, вроде убежал. Да, кастрюля. Это хорошо, что Златки не было, ой, пальмы не было. Где-то сокол летает. Ну, я как-то снимал. И сокол, и это, как я, и курица там несется. Короче, это, орнитологи услышат и все поймут. Вот он где-то летает. Ну, не видно будет на камеру, да я и глазом не вижу. Это сокол. Светлана Викторовна куда-то флягу несет. Светлана Викторовна, а стесняюсь спросить, зачем вам этот бидон? Ты не стесняйся, это моя заслуга. Это я мою уже второй бетон. Ага. Евгений Запущенный. проверяет- Нет, Запущенный Евгений был, проверяет да? это на качество, потому что у него очень жесткий контроль. Ага. Вот и вообще я хочу сказать, что все, что связано с медом, уже не прямо очень чистенько. Женя, так пойдет? Надо было его там оставить, чтобы На солнце. Ну сейчас здесь найдем солнце? солнце. Забыла сказать. А сейчас солнце через полчаса уже будет на верстаке. Он на верстак ставь. Может, нальешь чуть-чуть? Кого? Нальешь через минуту? Светик, сейчас качнем это, Хорошо. чтобы куботенеры не открывать. Они А, заполнены. я думала, в этом есть, как он Не, краник не догонки открывает, нету, такой пустая. Вчера оттуда. Без проблем, говорю. Я просто, чтобы сервировка была.